Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И пока я в селе, продолжаю марафон домашней натуральной выпечки. И сегодня мы приготовим синнабоны по-новому. Это будут не обычные булочки, а настоящие маковые синнабоны с кремом. Воздушное тесто как пух, много вкусной маковой начинки и нежнейший сливочный крем. Расскажу все секреты, как приготовить идеальное универсальное тесто, которое не черствеет несколько дней. Приготовим вкусную мягкую маковую начинку. А крем из простых продуктов, который заменит даже маскарпоне. Обязательно сохраняйте уникальный рецептик невероятных булочек, которые покоряют с первого кусочка. В миску всыпаем 200 грамм мака. Заливаем крутым кипятком. Перемешиваем, накрываем полотенцем и крышкой. И оставляем, чтобы он набух на полчаса. Готовим опару. Теплое молоко не выше 37 градусов. Вливаем в миску. Добавляем 1 столовую ложку сахара и 30 граммов живых прессованных дрожжей. Сухих берите 10 граммов. И добавляем 7 столовых ложек муки. Это 150 граммов. Просеиваем. Опара должна получиться достаточно жидкая, как 15% сметана. Накрываем полотенцем и оставляем минут на 20-25, чтобы она взялась шапочкой пышной. В теплом месте она подойдет быстрее. В миске, в которой будем делать замес, вбиваем 2 яйца комнатной температуры. Всыпаем 150 граммов сахара и 1 пакетик ванильного сахара, пол чайной ложки соли и 60 мл растительного масла, рафинированного без запаха. Все тщательно перемешиваем венчиком до однородности, до вот такого вот побеления. За это время опара очень хорошо подошла, взялась пышной шапочкой, и вливаем ее в яичную смесь. Соединяем опару с яичной смесью. И просеиваем 550 граммов муки. Если будете вымешивать руками, тогда сначала лопаткой, а далее продолжаем замес руками. Если у вас есть тестомес, тогда в тестомесе. Это тесто легко можно вымешать и ручным миксером с насадкой крюк. Вымешиваем до однородности и соединения ингредиентов. Вымешиваем на небольшой скорости пару минут. Еще, чтобы рулет оставался долго свежим, добавляем 1 столовую ложку картофельного либо кукурузного крахмала. Продолжаем вымешивать и смотрим на консистенцию теста. Она должна хорошо держать форму, но не быть забитой мукой. Тесто уже стало более однородным, немного липнет к рукам, но все равно оно плохо держит форму и растекается. Поэтому на такой случай всегда приготовьте плюс 50 граммов муки. Через 5 минут, когда тесто хорошо уже объединилось, и руками, и тестомесом нужно вымешать примерно 5 минут. Тогда уже тесто не липнет к рукам, однородное, держит форму. Можно добавлять сливочное масло, по 50 граммов. И уже вместе с маслом вымешиваем также 5-7 минут руками, либо крюками. Масло должно хорошо и постепенно вмешаться в тесто. Вымешиваю на небольших оборотах, 2 и 3 скорость из 7 скоростей. Прошло 5 минут, хорошо вымешали тесто, но уже такое вот не липнущее абсолютно к рукам, очень будет приятное в работе и будет держать форму, это самое главное. Оставляем тесто в теплом месте для того, чтобы оно хорошо подошло, увеличилось в 2 раза. Идеальная температура 25-26 градусов. Можно ускорить процесс в духовке, не больше 35-36 градусов. Можно даже подогреть теплой водичкой, поставить в духовку. Таким образом мы ускорим процесс расстойки. Но не превышайте 36 градусов.
Прошло полчаса, и мак слегка набух. Нам нужно слить всю жидкость. Можно процедить через марлю и отжать. Я процеживаю через сито. Для того, чтобы окончательно убрать всю влажность с мака, можно еще выложить его на бумажное полотенце. Но я уже не буду, потому что я буду проваривать с молоком до испарения всей влажности. Пересыпаем в кастрюлю и вливаем в мак 170 мл молока. Далее нам понадобится сахар. Можно взять сахар весь, а можно половину медом, половину сахаром. Сахара берем 100 граммов, но если пополам, тогда по 50 граммов сахара и меда. Всыпаем сахар и перемешиваем. Ставим на небольшой огонь и выпариваем всю жидкость с мака. Постоянно помешиваем, чтобы не пригорел. На небольшом огне и так, пока не останется всей влажности. Жидкость уже почти выпарилась. Но еще продолжаем варить, пока ее почти не будет. Мак варился примерно 50 минут на небольшом огне, и периодически я его помешивала. Но в конце перемешивать его нужно почти постоянно. Все, молоко уже полностью выпарилось. Выключаем огонь и убираем кастрюлю с плиты. Так, мак хорошо проварили. Добавляем 20 граммов сливочного масла и 1 пакетик ванильного сахара. Если вы использовали, как я говорила, 50 на 50 сахар и мед, то мед добавляем только сейчас. Дальше взбиваем блендером очень хорошо, чтобы оно стало такой однородной, красивой массой. Но можно и пропустить через мясорубку. Сначала мы начинали взбивать и выделилось много влаги, и казалось, что начинка жидкая, но дальше все стало более однородное. Жидкости, как видите, абсолютно нету. Вот такая вот начинка. И сразу пробуйте. Она должна быть вкусненькой. Так, попробуем. Вот все, начиночка вкусная, мягенькая, сладенькая, значит, можно продолжать готовить. Тесто очень хорошо подошло, увеличилось примерно в 3 раза. Начинаем формировать. Стол припыляем слегка мукой, совсем чуть-чуть, чтобы не забить тесто. Разделяем тесто на 2 равных части. Из этого количества можно приготовить 2 больших противня маковых синнабонов. Я приготовлю 1 противень булочек, а второй у меня будет маковый штрудель. Его рецепт вы сможете посмотреть по ссылочке в описании. Раскатываем тесто скалкой в тонкий пласт, не толще 1 см. Тесто очень мягкое и податливое в работе, не липнет к рукам и не растекается. Размазываем тесто мягким сливочным маслом. Сливочного масла 30 граммов комнатной температуры. Можно руками, так будет удобнее. И размазываем маковую начинку. До краев не доходим несколько сантиметров со всех сторон. И скручиваем в рулет. Сворачиваем тесто обязательно в плотный рулет, так булочки будут иметь красивый вид. И чтобы синнабоны держались крепко, вот этот край защипываем вот так вот. Дальше, чтобы ровно нарезать маковые синнабоны, смазываем нитку растительным маслом. И делаем вот такие вот движения. Сразу обозначим, какие примерно нам нужны размером. И ниткой отрезаем. И сразу выкладываем на противень, застеленный пергаментом. И продолжаем вот таким вот способом ниткой нарезать синнабоны.
Способ очень простой, но действительно помогает нарезать идеально ровным срезом булочки. Кладем, соблюдая небольшую дистанцию. Друзья, напоминаю, для всех моих подписчиков действует скидка минус 20% от цены, которая указана на сайте, на все кухонные товары и товары для дома. Промокод на скидку находится в описании под видео, и ссылочка на мой небольшой магазин. Обязательно переходите и заказывайте, отправим вам в тот же день. Накрываем полотенцем либо пищевой пленкой и оставляем, чтобы они немного подошли. И потом будем отправлять в духовку. Нам понадобится 1 желток и 1 столовая ложка молока. Перемешиваем. Такая помазушка сделает красивую, блестящую и мягкую корочку сверху. Синнабоны уже видно подошли, прошло 15 минут. Смазываем яично-молочной смесью. Вообще булочкам идеально расстояться примерно полчаса, особенно если вы готовили на сухих дрожжах. У меня дрожжи живые, очень активные, и буквально за 15 минут видно, что они уже подошли. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Без конвекции, на среднем уровне. Пока выпекаются булочки, займемся кремом. В сотейник вбиваем 1 яйцо, всыпаем 3 столовых ложки сахара, это 75 граммов, и 1 пакетик ванильного сахара. Добавляем чайную ложку картофельного или кукурузного крахмала и пол столовой ложки муки. Перемешиваем венчиком до однородной консистенции. Вливаем 250 мл холодного молока и снова тщательно перемешиваем венчиком. Ставим вариться на медленный огонь, постоянно помешивая до закипания. Как только масса закипит, она мгновенно начнет густеть. После закипания я провариваю 1 минуту и убираю с огня. Синнабоны готовы. Посмотрите, какие все красивые получились. Единственное не идеальное — это те, которые были краями рулета. В еще горячий заварной крем добавляем 50 граммов сливочного масла и перемешиваем. Далее остужаем крем до комнатной температуры. Только тогда покрываем булочки. Крем готовится буквально за 5 минут и получается очень нежным и вкусным без заморочек. Еще немного теплые маковые синнабоны смазываем остывшим кремом. Таким образом, крем не будет только сверху, но и немного пропитается внутрь самого синнабона. Заварной крем – это очень достойная альтернатива дорогостоящему крему крем-чиз. Когда вы попробуете, вы поймете, что заварной крем, возможно, даже идеальнее подходит, чем любой другой крем в этом рецепте. Маковые синнабоны готовы. Посмотрите, насколько они шикарно выглядят. Аромат от них исходит просто невероятный. Вся кухня наполнилась ароматом мака, ванили и выпечки. Тесто получается невероятно мягким, воздушным и пористым. Если такие булочки сравнить с синнабонами, то в синнабонах начинки почти нет, там просто идет как сахарная приправа с корицей. То здесь прям много мака, сливочное масло, а сверху еще и нежный крем. Это ну просто максимальное объедение. Я очень люблю маковую выпечку, особенно рулеты, но маковые синнабоны теперь являются моим фаворитом. Я, как обычно, доготовилась до полночи, поэтому будем все пробовать на следующий день. Кстати, вели мы себя максимально тихо на кухне, потому что папа уже лег спать, а ему ночью ехать за мамой и забирать с работы. Птички тоже будут шуметь, потому что я ничего не понимаю. Ну что, давайте пробовать. Булочки готовы. Они еще были вчера готовы. Вчера были готовы вечером, но это была поздняя ночь, 12 ночи, и решили сегодня их попробовать. Как раз оценим мягкость на следующий день, насколько они остались вкусными, потому что вчера после выпечки, я вам скажу так, это была, наверное, самая лучшая выпечка, которую я пробовала вообще. Вот если из разряда булочек, это самые вкусные булочки, потому что я обожаю синнабоны с корицей, но вот с маком, поверьте, если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте, вы очень удивитесь, насколько это своеобразный и фантастический вкус.
Так, ну что, давайте. Я заварила кофеек. Добавляем молочка. Так, смотрите, какая булочка. Немножечко я накрывала полотенцем, не пищевой пленкой, а вот так вот, немножечко вот так крем вот в таком состоянии стал. Без холодильника я их хранила всю ночь. Можно еще освежить и добавить еще крема. Но я не буду, мне и этого. Так, посмотрите, какая. Очень нежный. Вот это вот прям, ну, посмотрите, оцените. Очень нежненький, очень мягенький. Вот еще раз укушу. Идешь со мной? Да. Ну давай, бери. Так, возьму вот это. Присядь. Ну как? Очень вкусно. Это самая вкусная булочка, какая я ел. А В своей синнабоны? Какие синнабоны? С корицей. С корицей, ну так себе. Вот с маком очень вкусная, прям очень. Слишком вкусно. Так, все, я попробовала. Хорошенько распробовала. Это уже на второй день. На второй день вот реально можно оценить действительно качество выпечки, качество дрожжевого теста, какое оно остается на следующий день. Сразу вам скажу, что безумно нежное тесто. Вот когда мы только испекли, они были прям, ну вот сжать, конечно, можно в руке, отпустить, они прям вообще были. Но на следующий день они также остаются мягенькими, то есть их можно испечь заранее и на следующий день подавать, и это будет очень вкусно. Они не дубеют, они не черствеют. Это очень важный показатель, мне кажется, для таких булочек. Например, на празднике испечь заранее и потом деткам раздать. Сливочное масло. Вот как я сказала, немного. Сливочное масло, если вы сильно много намажете на пласт теста, оно будет сильно утяжелять тесто, не давать ему раскрыть свою воздушность. Поэтому чуть-чуть сливочного масла, а уже маковой начинки можно щедрее, даже больше. То, сколько я добавила, добавляйте еще больше, будет очень-очень вкусно. Можно из такого теста и начинки приготовить и маковые рулеты. Это будет отдельное видео, там покажу, как делать рулеты и как правильно его испечь. Итак, насчет помадки. Помадку мы сделали самую бюджетную, самую доступную из заварного крема. Это, наверное, самая такая вот простая элементарная помадка, которую можно приготовить, ну, из самых таких элементарных продуктов, которые у всех есть в холодильнике. Конечно же, классическая помадка идет творожный сыр, смешивается с сахарной пудрой, либо со сгущенкой. Но мы знаем цены какие, поэтому всегда ищем альтернативу. И я вам скажу, заварной крем – это прям очень-очень достойная альтернатива дорогим помазушкам. Готовьте спокойно заварной крем, покрывайте булочки, и будет вам очень-очень вкусно. Плюс такой крем, он дает еще внутреннюю такую пропитку. Когда мы намазываем их еще теплыми, часть крема остается сверху, а часть крема пропитывается прямо в эти завитушки. И он остается вот такой вот кремово-мягенький, воздушный. Ну, все очень-очень вкусно. Если любите синнабоны, это, конечно, не особо похоже на синнабоны, это как маковые булочки с такой вот кремовой начинкой, что-то вот в таком формате. Но это все равно не все-таки не то, что мы привыкли кушать просто маковые булочки, либо отдельно синнабоны. Это такой гибрид, но очень вкусный гибрид. Попробуйте обязательно. Уверена, вам понравится. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да, и пишите ваши комментарии, как вам вот такие вот макабоны. Все, всем пока и до новых встреч. Пока. Мам, попробуй булочку на камеру. Я знаю, что ты не любишь, когда вас снимают. Мы пасту ели уже. Паску ели, а булочку не ели. Так я же самую большую возьму. Ну, конечно, это ваши с папой остались. Папе маленькую. Папе, зато она такая маковая, красивая. Булочка вкусная. Маку больше не надо. І тісто дуже класне.
Знаешь, как в магазине, но по-домашнему. Вот так. Да. Кстати, на следующий день кушаем булочки, да? Какие они? Мгм. Так я ж ночью ела. Еще теплые. Они, наверное, еще теплые были когда-то. Мама ночью приехала с работы, а я испекла и легла спать. А вот пробовать мы уже сегодня утром. Она говорит, я две уже попробовала, было вкусно. Смешно. Смешно. Мне вообще этот заварной крем этот, Да. мне вообще он везде нравится. И в тортиках, и в рулетах нравится. Потому что он пропитывает и держит мякоть. Спасибо. Одна мало так. Еще рулет, пап. Пошли. Ну, рулет большой. Давай. Пробуй. Маковий завиванець. А вчера ты пробовал горячий, и вот сейчас как? Сильно отличается? Почти нет. Почти нет, да, я же говорю. Теплейший, ну, конечно, лучше, но... в Ну, целом- теплее, да, он прям, Мгм. конечно. Любая выпечка, даже если ты прям накосячил, выпечка хорошая. Мгм. Но уже вот все-таки, если она реально классная, на следующий день остается все равно вот такой вот бусинкой. Ну, Мгм. ты же мак не любишь, как оно тебе? Нормально? Ну, поверь. Я вообще перша людина, яка не любить мак. Єдинственна. Но все равно булочки, да, зашли. Мгм. Ой, Хороші. ну, мало, не мало. Блін, реально мало, вже нема Не обідно. цілий противень влупили. Нічого, зараз будемо рулет розрізати. Пробувати. Да. Я тепер зрозумів, що ви не худаєте. Ти сам казав, що я сильно худа. Ти все з'їсти, Ну, да. або сусідям роздати. Не худаєте. А що, ви жирні? Ні, не жін. А ти кажеш, що ви не худаєте? Не худі. Не худі. А раніше ти казав, коли ти поправишся, що ти сильно худа. Да. Ні, ну, не так. Ну, А ти за Романа, типу, імеєш. твої года ти догнав. Мои года. Спасибо. Да, мои года, Мои конечно. года, моё Неплохо бы богатство. 5 килограммчиков себе и набрать, да?